Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. У нас сегодня 17 число августа. Яков Кедми на связи. Яков Иосифович, приветствую вас. Добрый день. Друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь к нашим беседам. Как всегда, канал поддержать, как перейти в клуб зрителей Шелест, такое закрытое камерное сообщество, и вопрос там оставить к нашей финальной части эфира. Это все всегда в описании есть, поэтому спасибо большое за поддержку. Спасибо, что лайки не забывайте ставить и, конечно же, писать комментарии, да, об услышанном, что с чем согласны, с чем не очень. В общем, замечательная дискуссия иногда получается в комментариях. Присоединяйтесь и вопросы оставляйте абсолютно открыто в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи и, конечно же, в чате трансляции. Но, внимание, в чате, пожалуйста, в самом финале беседы досмотрите до конца сам разговор, а потом уже присоединяйтесь. Ну, а пока голосуйте в опросе. Опрос сегодняшнего эфира звучит следующим образом. С годами война Украины и России вызывает у меня еще больше, ну и варианты ответов. Тревоги, уверенности в своей правоте, безразличие или недоумение. Вот именно с этого я хотел бы начать наш разговор сегодняшний, потому что кажется, что все уж очень слишком затянулось. Причем перешло в эту фазу ожесточенную. Сегодня немцы писали в прессе о том, что ракеты «Фламинго» не долетают до целей в России, в глубине России. Зеленский вот только что перед нашим эфиром сообщил, что провел очередное совещание по дипстрайкам. Но, в общем-то, перехватывают «Фламинго», разрабатывают какие-то новые бомбы, а по большому счету, по сути, мало что решается. Какие чувства у вас вызывают с каждым, условно, Новым годом войны или с каждым новым этапом, витком эскалации? И, может быть, мы не в той системе координат меряем, Яков Иосифович? Ну, во-первых, чувство – это не то, чем я руководствуюсь. Какие мысли это вызывает, какие оценки? Ну, то, что оказалось, когда началась эта операция, очень быстро выяснилось, что не те, кто начали эту операцию, не те, кто пытались ее как-то сорвать, не совсем правильно оценили обстановку и свои силы. Первое, Россия не оценила свои силы и ситуацию на Украине. Я уже говорил не раз и не два. Операция была задумана как современное повторение со всеми поправками ввода войск в Чехословакию. Но оказалось, что это не работает, потому что, в отличие от того, насколько тогда понимали ситуацию в Чехословакии, и тогда это оправдалось с военной точки зрения и с политической, тут оказалось, что расчеты российского правительства были, мягко говоря, ошибочными. И по отношению к украинской армии и ее поведению. Но самое главное было, расчет оказался абсолютно неверный, поскольку политическое решение проблемы было согласовано с олигархами. Но они, как всегда, кинули. Путина. Это не первый раз и не последний. Да, Россию они кинули. Одна ремарка, раз и не последний. Если позволите, одна ремарка сразу. Ну, погодите, ну как можно было не рассчитать силы, возможности? На Донбассе сколько топтались по линии разграничения? Что непонятно было, кто с чем, кто как, кто зачем и почему, и с какими силами воюет? Нет, расчет был... В чем была ошибка? Ошибка была в стратегии, которая была выбрана. Какой первый приказ был российской армии? Не обстреливать украинскую армию, открывать огонь только по националистическим группировкам. Второе, не было четкого представления, то есть расчет был, что местные власти останутся такими, как они были. И очень долго, на мой взгляд, слишком долго решался вопрос, а что же делать на этих территориях, если
расчет на местные силы оказался недостаточно, неверным. И только тогда, по-моему, через 2 месяца, я точно не помню, была введена военная администрация. Она не вошла сразу. Это говорит о том, что в отношении украинской армии были надежды, что она не вступит в военные действия. Или это будет незначительно. Это было по аналогии с Чехословакией. Чешская армия не сопротивлялась. Мало того, офицеры чешской военной разведки помогали войскам Варшавского договора ориентироваться на местности и выходить на те точки, которые они хотели. Тут этого ничего не было. Когда оказалось, что украинская армия сопротивляется, и сопротивляется довольно упорно, выяснилось, что то количество войск, которое было введено, и из дислокации, она совершенно не подходит к военным действиям с украинской армией. Почему? Элементарная вещь. На Украину вошло войск намного меньше, чем была украинская армия в развернутом состоянии. Не бывает такого в мире. Это проводишь наступление, у тебя должно быть превосходство военной силы. А тут был недостаток. Места, которые вошли, то есть вся общая дислокация, поскольку не было расчета, что это приведет к серьезным масштабным военным действиям сопротивляющейся армии, она была не по силам российской армии. Слишком много территорий. Невозможно ее всю охранять с военной точки зрения или защищать. И это привело к последующим событиям. Второе, что не было учитано российской армией, это по аналогии с тем, что было у ввода войск в Чехословакию и Венгрию, что Европа будет поставлять вооружение украинской армии. Расчет на всякие военные действия происходит военно-воздушные силы Украины такие-то, такие-то, система противоракетной обороны такая-такая-то, она была установлена. Столько-то танков, бронетранспортеров, оружия, все. Когда Запад начал помогать, на первом этапе советскими вооружениями, которые были у стран Восточной Европы и были разбросаны по миру, вот оказалось, что расчеты были совершенно неверны. И тогда возникло 3 проблемы. Первая. А на территории Украины надо выделить достаточное количество войск. Территория, которую эти войска должны защищать, она должна соответствовать их количеству и качеству и противостоять тому количеству и качеству украинских войск, которые будут наступать. И вопрос с вооружением. Сколько танков выпускала российская промышленность в 2021 году или в 2022 до начала? Несколько десятков в год. Когда идут военные действия, и когда количество танков, выходящих из строя, или по техническим причинам, или по военным, это вообще совершенно дикое соотношение. То есть надо было заново перестраивать промышленность, военную промышленность, резко увеличить производство, резко увеличить количество войск, которые надо вводить. В конце концов, это дошло до мобилизации. И это заняло время. Когда все это было сделано, тогда оказалось, что Запад достаточно хорошо вооружил украинскую армию и укомплектовал. И украинские подразделения прошли хорошую подготовку. Сравнительно. И надо не забывать, по боеспособности украинское население и российское население, они не отличаются друг от друга. Тот же уровень.
обучение и все. При всем этом способность украинских солдат стоять и защищать свои позиции ничем не отличается от российских солдат. Те же люди. И тогда вдруг возникла угроза прорыва украинских войск по направлению, которое Россия считала критическим. То есть наступление украинских войск могло отрезать Крым от территории России. Это катастрофа. И тогда произошли некоторые операции, то есть сократили фронт, ушли, убедившись, что невозможно защищать из Херсона, перешли на этот берег, и все силы были брошены на то, чтобы остановить наступление украинской армии. На это ушел год. Подготовка украинской армии, наступление 23-го года, провал этого наступления. Весь 23-й год ушел в это. То есть это уже был второй год войны. А дальше началось противодействие. Противостояние, которое продолжается до сегодняшнего дня. Потенциал поставки вооружений Украине с Запада, российские советские вооружения почти все закончились, и боеспособность украинской армии, и война стала войной на истощение. В первую очередь экономических ресурсов России и Западной Европы, а во-вторых, человеческих ресурсов и вооружений украинской армии. Это противостояние продолжается до сегодняшнего дня, но оно резко изменилось в последние несколько месяцев. Вот давайте по поводу последних месяцев. Странная какая-то логика. Ну, то, что я наблюдаю, если мы будем говорить, и вот сейчас немножко давайте в узко военной, да, ну, скажем так, тематике, в военной специфике поговорим. Нам постоянно говорят, что, ну, пропаганда говорит, западная пресса пишет, что вот смотрите, россияне постоянно отстают. Я хочу напомнить, что первые дроны, шахеды иранские, летели со стороны России. Первые дроны вот такого типа, которые потом усовершенствовались, становились реактивными. И вот сейчас мы видим сообщение о том, что уже Герань-2 используется крайне редко, и то как отвлекающий маневр. Сейчас вот все перешло на рельсы реактивные. Дроны с Старлинком на фюзеляже, на крыше, да, этого дрона, если так можно выразиться, первая применила Россия. И тогда в спешном пожарном порядке Илон Маск закрывает Старлинк и доступ. Потом уже появляется у Украины эта вся история. То есть мы можем прям точечно выделить очень многие вещи, где условно Россию пытаются обходить. Даже сегодняшняя новость о том, что появилась первая украинская вот эта с крылышками для ФАБов, КАБа, управляемая ракета, модуль, да, для бомб. Управляемые бомбы. Да, то есть вот сегодня вот 17 месяцев разрабатывали, так уже там по 3000 в год бьют ФАБов, уже который год россияне. То есть и тут нам скармливают то, что вроде как Запад впереди. И в связи с этим у меня очень важный вопрос по поводу истощения. Яков Иосифович, так складывается, что все опять-таки считают убытки России. Сколько там миллиардов? Валдберрис, какие там заводы поражены, какой там экспорт, что нарушено, где что. А потери Украины в портах сейчас, в предприятиях, которые остановились, в экспорте, в логистике, в складах, это ведь почему не считают как потери Запада, раз Запад воюет с Россией? Ну, почему пропагандисты ведут такую политику, это понятно. Хотят превысить свои достижения и принизить достижения противника. Но какие основные изменения произошли? В первую очередь, Россия нашла способ, что можно противопоставить Украине и западным ее кураторам. И оказалось, это было правильно. Самое слабое место, которое было на Украине, это система противоракетной и противовоздушной обороны. И самое слабое в этом были ракеты, которые можно использовать. Все это резко обострилось после войны на Ближнем Востоке, после 2 войн.
которые, кроме всего прочего, привели к резкому сокращению свободных или для продажи и для поставки ракет вообще к своим армиям. Например, американская армия сохраняет тот минимум, который ей необходим для себя. У нее нет ракет для продажи другим странам. Она должна защищать позиции американской армии и союзников по всему миру. От Кореи, Южной Кореи и кончая Соединенными Штатами. А свободных мощностей нет. А производить... Вот на Западе есть одна проблема с производством вооружений. Проблема встроенная. В отличие, допустим, от России или от Китая. Не может Пентагон сказать, а вы увеличите ваше производство в 3 раза, потому что производство вооружений, оно частное. Что отвечает им частная компания? Никакой проблемы. Дайте заказ на 3 года. А Пентагон не может. Ему закон не дает. А если он не может сделать заказ, частник не будет закупать оборудование и вкладывать без того, чтобы у него была гарантия, что он это продаст, что он его купит. Это бюрократическая проблема. Она затормаживает производство вооружений на Западе. Затормозила. Сейчас они ее постепенно решают, резко увеличивая военные бюджеты. Но объективная проблема сегодня, основная у Украины, о чем Зеленский кричит, нет ракет для того, чтобы предотвратить уничтожение сверху, с воздуха, и ракетами, и беспилотниками стратегических или критических объектов на Украине. И это основное что-то. Второе, Россия перешла, получив новые вооружения свои по качеству, начиная от Герань-4 и кончая ракетами более эффективными, более точными, которые... это имеет огромное значение. Если для уничтожения объекта раньше надо было 3 ракеты, то сегодня 1. Решила перейти к той фазе, которая до этого ей говорили, но, вероятно, у России не было достаточно технической возможности это сделать. Уничтожение стратегических объектов Украины. Уничтожение системы противоразрушенной, противоракетной обороны. Первый результат этого – последний месяц нету попыток украинской противоракетной обороны сбить российские ракеты. Они просто не стреляют. Второе, даже когда стреляют, они не могут сбить все ракеты. Только часть из них. А ту часть, которую сбивали, теперь не посылают. А в основном идет такими ракетами, которые не сбиваются. В отношении Это поэтому закрыли, Яков Иосифович, статистику. Теперь будут давать раз в месяц. Да, чтобы народ не паниковал и не давил. Говорит, а что вы делаете? Статистика, как ее не раздувать? Но есть пределы, сколько можно врать. Поэтому решили, мы не будем. Военная тайна. Ну, военная тайна. Это мне немного напоминает старый советский анекдот. Что бежит человек по улице и кричит: Хрущев дурак, Хрущев дурак. И его арестовали. Судили. Святый говорит: за оскорбление личности государственного деятеля я вам даю срок 1 год. А общий срок 25 лет. Он говорит: за что? За разглашение государственной тайны. Вот сейчас вот это 1 к 1. Теперь это объявили государственной тайной, которая показывает неспособность противоракетной, противовоздушной обороны Украины
работать даже на том уровне, который был, а уровень понижается с каждым днем. Например, такое. Если раньше для того, чтобы сбить одну ракету, надо было только 2-3 ракеты, сегодня даже 5-6 не хватает. Простая арифметика. В отношении корректирующих бомб и зарядов, ну, я уже говорил, в России опоздали с этим, но они быстро сориентировались. На Украине то, что я сейчас празднуют, в 91 году, когда я учился в нашей академии, мы также посещали всю военную промышленность. Я тогда видел наши планирующие, корректирующие бомбы с большим радиусом, чем сегодня есть и в России, и на Украине. 91 год. Израиль не мировая держава. То есть то, что сейчас украинцы говорят, да, мы сделали такую бомбу, а с каких самолетов вы будете пускать? А самолеты, они смогут выйти на боевые позиции, чтобы пускать эти ракеты? Их там не собьют? Это то, что есть первое, то, что поступает на вооружение, да. Посмотрим, как будут использовать. Но опять-таки я вернусь к тому, что у России сейчас есть новые вооружения, в отличие от Украины, которые более эффективны, и она их использует. И поэтому вся тяжесть военных действий с точки зрения российской. Россия перешла с линии боевого соприкосновения на уничтожение стратегических объектов Украины. Второе, что начала Россия успешно уничтожать, это портовые структуры и корабли Черного моря. То есть Россия решила, что на данном этапе это слишком проблематично захватить все Причерноморское побережье. Но можно его нейтрализовать. И, пользуясь преимуществом воздуха, оно систематически уничтожает все портовые структуры на Украине, всех портов, от Исмаила до Очакова. Ну, то есть, если я правильно понимаю, бьют по портам, значит, Одессу забирать себе не будут. Нет, я этого не сказал. Но это, это уже не очередная военная задача. Потому что смысл забирать Одессу – это для того, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Военным. А не политические. Политические, когда есть силы. Но отрезать Украину от Черного моря можно без того, чтобы высаживаться на берегах Черноморского побережья. И сегодня уже иностранные корабли не заходят в одесские порты. Они сказали, мы не пойдем на Украину. Это двойной удар. Первый удар – не поступают вооружения и запчасти. Второй удар – нет экспорта. Украина ищет сейчас способы вывозить свое зерно, которое раньше шло из портов, на поездах через Румынию. Но это совершенно несоизмеримо. То есть Россия решила также начать методически уничтожать все энергетические структуры на территории Украины. И опять-таки, пользуясь своим превосходством в огневой мощи с воздуха, она это делает. Методически. И третье, она решила, мы будем уничтожать транспортную инфраструктуру. И она каждый день уничтожает несколько поездов, несколько локомотивов, сбивая их. Все это приводит к тому, что снабжение украинской армии вооружениями становится все труднее и труднее. Если она меньше получает вооружений,
она не может так же сопротивляться, как это было месяц назад, 2 месяца и 3 месяца. А на Западе нет возможности сейчас поставить вооружение Украине. Американцы сказали однозначно: мы вам можем продать, но только то, что у нас есть. И, например, даже такой вариант, о котором говорил Зеленский: дайте нам лицензию на производство ракет «Патриот». Американцы сказали: нет, не дадим. То есть нету на Западе сегодня мощностей, когда Нидерланды заявляют Украине: мы очень вам сочувствуем, мы готовы вам помочь, но нам ракеты «Патриот» нужны для защиты Нидерландов. У нас нет свободных ракет. От кого защищать? Нидерланды? Ну вот смотрите, тут же тоже интересный момент. Не, Крик о том, это что уже... Украина защищает Европу, мы щит Европы. Ну так давайте ж щиту Европы, а не дают. В Европе почему-то считают по-другому. Вот довольно расчетливые голландцы говорят: да, браво, Украина, браво. Это опять-таки мне напоминает анекдот. Итальянская армия, командир батальона кричит: герои, вперед в атаку! И бежит, бросается вперед. А дальше весь батальон в окопах хлопает в ладоши: браво, капитану, браво! То же самое с Украиной и Европой. Герои, вперед, в атаку! А они все аплодируют. Говорят: браво, браво, Зеленский! Браво, украинская армия! Мы с вами, мы вам аплодируем. От аплодисментов оружие не появляется. Но, вопреки заявлению Зеленского, Нидерланды считают, что им важнее ракеты для защиты Нидерландов, чем отдать их Украине, которая этими ракетами защищает Нидерланды. Что делать? Мир устроен не так, как Заканчивать хочется. войну. А? Войну надо заканчивать, Яков Иосифович. Надо идти на условия, говорить, что Для нам... того, чтобы заканчивать войну, войну можно закончить. Но поскольку в войне участвуют две стороны, одна сторона должна согласиться на определенные уступки, которые удовлетворяют другую сторону. Пока такого не намечается. И почему Украина не может пойти на это? На это не может пойти Европа. Из-за своих внутренних соображений. Потому что если Европа сейчас согласится на те условия, которые представляет Россия, сразу возникнет вопрос: а эти же условия были и 3 года назад. Да. Чего вы 3 года кровь проливали? Почему вы 3 года заставляли нас терпеть, ударили по нашей экономике, обещали нам победу? То есть объективно власти европейских стран вынуждены, они попали в западню с этой войной, продолжать эту войну, иначе они потеряют власть в своих странах. Это уже не идет речь об Украине, это не идет речь о победе. Уже всем ясно. Это Если, подождите, а если тут, нереально. если такой момент, как бы понятно, логика называется типа «а нахиба?», ну типа «зачем?», зачем это было делать? Окей, но мирный импульс может же наоборот помочь сохраниться этим теряющим, и так теряющим рейтинги и доверие и все остальное. Наоборот же может как бы подхлестнуть электорат. Не может, не может. Почему? Ну вот, а Кая Каллас все о своем, говорит, опять санкции из ада, новый пакет, на треть больше, грозит Европа новыми санкциями. А представим, что она раз и развернулась, все сказали: боже, какие у нас мудрые политики, и переизбрали их назад. Запомните такую вещь. В июле 1945 года Уинстон Черчилль проиграл выборы. Несмотря на победу, несмотря на то, что вот мы победили, я отстоял Великобританию. А британский народ решил послать его подальше.
То есть это не победа не засчитывается. Это природа Запада. А поражение, фактически принятие условий России – это поражение. Никого не обманешь. То есть психология избирателей на Западе, она немножко отличается от этих сценариев. Что вот мы что-то дадим. Потому что при любой неудаче первое, что ищут все, и власти, и народ, кто виноват, кто будет козлом отпущения, на ком я сорву свою злость, свои комплексы, свое неудовлетворение, свое терпение. Мне нужен всегда, в любой стране это, в любом обществе человеческом. Ну, так человек устроен. Так есть хороший кандидат, Зеленский, коррупционные скандалы вон против... Да, да, это для Украины. А в Германии есть тоже кандидат. Правящая партия, канцлер. Они ближе. Немецкий народ, им плевать на Зеленского со всех точек зрения. Он не отыграется, пусть там меняют Зеленского, на кого вы хотите. На Порошенко, на кого. А они будут менять своих. Так это было. Так вся история человечества была. Всегда приносили в жертву во искупление того, что произошло. И эти жертвы сакральные в любой стране будут власти этой страны. То, что будут потом относиться к презрению Зеленского, их не интересует. Но они будут козлами отпущения за то, что произошло. Такова природа человеческого сознания. Тут нельзя изменить человека. Вот так. Так устроены эти двуногие человекообразные существа, которые считают, что они человеки. Поэтому они сейчас в западне. А их расчеты оказались неверными. Россия оказалась более сильной, чем они рассчитывали. Это ошибка с их стороны. И попытки привести к падению власти в России, особенно сегодня, это даже не смешно. Надежды на то, что будет внутренний военный переворот или не военный, но вы, которые занимаетесь Россией, ответьте мне на вопрос, когда в России был военный переворот? Когда была попытка военного переворота? Была. В стране декабристов. С тех пор не было ни разу. Ни разу. За всю историю. И царской России, и Советского Союза. Так что не будет военного переворота. Я хочу дать пример западному мышлению. Больше американского, но также европейского. Это относится также к тому, что сейчас идет на Ближнем Востоке и грандиозным Трампом, планом Трампа. В 1991 году, после того, как Саддам Хусейн присоединил Кувейт, американцы начали войну против него. Американская армия победила, иракская армия была разбита. И американцы не пошли на Багдад, не свергли власть Хусейна. Почему? Была простая причина. Они сказали, а зачем? Мы нанесли такой военный ущерб Ираку, что он сам падет за 2 года, народ его уберет. И чем это закончилось? Еще одной войной в конце. То есть, если Ирак слабая страна, в том состоянии, которое было после поражения полного на войне, когда армия разбита и американские войска стоят несколько десятков километров от Багдада, власть удержалась и продолжалась. Что они говорят о сегодняшнем Иране, что там власть падет, а тем более о России.
Россия только укрепилась за годы войны и с военной точки зрения, и с экономической точки зрения, и с политической. А внутри России, после того, что все несогласные покинули Россию, власть еще более уверена в себе. Есть в России сегодня оппозиция? Но Ну, даже там, на уровне подождите, ну, этого, даже на уровне этого недоразумения раздутого Навального никого нет. ну, подождите, а как же, а яблоко? Им вот сейчас вот в прямом эфире, Вот пока мы... яблоко, вот яблоко, яблоко, я знаю этих людей. Я их знаю еще Сейчас с просто новость пришла, что того момента, когда Верховный, они появились. да, Верховный суд окончательно запретил участие партии, но Не кандидатам может можно. быть. Да. Я бы никогда бы не подумал. Ну, кого интересует это яблоко? Как? Уехавшую оппозицию российскую, тех, кто вот это вот пытается Ну, так, качать. как говорила старая одесская еврейка, так она и выглядит, эта позиция, как выглядит это яблоко. Ну, это даже не смешно. Ну, я знаю этого парня, который стоит во главе яблока. Еще с Явленского я их помню. Ну, это даже не смешно. В России нет оппозиции. Россия укрепилась, власть укрепилась, органы власти укрепились. Так что надежды на то, что внутри что-то произойдет, ничего подобного. Нет, ну Ничего подождите, подобного. по этой логике, ну можно так сказать и о Зеленском. Слушайте, никого нет, никакой оппозиции. Собственно, все, кого надо, всех выдавили, все, кто мог слово сказать против, выдавили. Сейчас ходят вот эти как бы стадами по Крещатику, завтра там обещают какой-то, ну, в общем, большой протест, типа за Федорова, да, за Федорова. Ну, и это вроде как все такие, все вроде свои, правильный протест. Они же собирают на Русарез, они же с вот этими стерненками, они же за войну, значит, нормальные ребята, правильная такая, хорошая оппозиция. Вот они и митингуют. Получается, по той же логике можно сказать, что и Зеленский укрепился, Яков Иосифович. Нет, он не укрепился. Почему Зеленский не начал выполнять Минские соглашения? Не потому, что ему сказали не выполняй. Это было рано. Потому что ему сказали те силы, которые были на Украине, националистические. Мы тебе и голову оторвем, и все остальное. Только посмей. Они что, ослабли на Украине? Они вошли во власть. Вся Украина – заложники их. Никто не посмеет открыть рот. Они убьют любого, как они убивали. Поэтому нет надежды на то, что внутри Украины пройдут какие-то изменения по воле украинского народа. Тот, кто захочет менять власть на Украине, он должен принять во внимание, эти товарищи добровольно сдаваться не будут. После того, как они с таким трудом дорвались до власти, я не имею в виду Зеленского, они ее не отдадут. Поэтому без крови на Украине власть не поменяется. А проливать кровь ни у кого сил нет. Сил нет? А? Вы На считаете, нет, Украине нет. нет прям сил? А? Ну, погодите, а зачем тогда заигрывают? Это же тоже очень, очень важный и показательный момент. Вы, как человек, который любите приводить в примеры, ну, там, 45-й год, Великую Отечественную, вот эти события, да? Вот недавно взяли и кости Коновальца Белецкому отдали, чтобы он под покровом ночи с факелами там попрощался с ним, ролики наклепали, типа «Полковник возвращается домой, в Украину». Правда, там, конечно, ну, если хотите, можем остановиться, но это, конечно, я не понял. Вот просто, я украинец,
да, плюс-минус, я понимаю, там, нарративы, пропаганда. А что добился Коновалец? Ну, вот конкретно он. Что добился? Сладкоежка, понимаете, был после Судоплатова этой истории. Ну да ладно. Получается, что с ними заигрывают, им даже кости отдали Коновальца. Пусть Зеленский опирается вот на этих нацистующих, фашистующих товарищей. Он на них не опирается. А ему некое. Это единственная сила, которая сегодня есть на Украине. Других политических сил на Украине нет. Поэтому, если он хочет остаться у власти, пока он делает то, что они хотят, это его гарантия, чтобы остаться у власти. А кто следующий после Коновальца? На Бандера очередь? остался. А? Бандера будет. Бандера? Нет, ну смотрите, Мельник, Коновалец, Бандера. Ну, я так вижу. Это логично. Последнее на это, что будет завершающим, это Петлюра. Ну да. Ну и как вариант, да. Да. Петлюра не так запачкан в крови, как Бандера. Петлюра – это гражданская война, то, что тогда было. Это не бандеровцы, которые были союзниками нацистов. Ну, а почему нет? А что он может дать? Вот посмотреть, а зачем это Зеленскому нужно было? А на фронте побед нет? А народу что можно дать? Который каждую ночь то без света, то под обстрелами. И продают ему вот эту демонстрацию украинского национального духа, чтобы поднять дух к войне, к сопротивлению, веру во власть. Это старо как мир, это примитивно. Но это работает. И продемонстрировать всем остальным на Украине, чтобы вы знали, а у кого сила. Сила у нас. Не плевать хотели на Европу, на всех остальных. Европа будет помогать Украине против России. Но Европа нет сил вмешиваться сегодня в то, что пройдет на Украине. Это не Украина 1914 года. Это Украина, которая стоит во власти фашистующих, пронацистских, супернационалистических группировок. Других сил нет. А они пленных не берут. И никто в Европе не попытает, не сможет повлиять на Украину. Никто. Без силы, я еще раз говорю, Украина в таком состоянии, что только силой можно убрать их от власти. Они у власти. Везде, в каждом городе. В той или иной форме. И кто против них станет, если выйдет завтра? Выйдут они с оружием на улице Киева. Кто против них будет стоять? Они будут убивать каждого, кого они посылают по врагам. Без пощады. Так что Европа оказалась в западне. Она не понимала, какой исторический момент, что такое Украина, куда она может попасть, что она может сделать. И это ошибка. Я перечислил сначала ошибки у России. Но ошибки России были не стратегические. Да, бывают. Как сказал министр обороны России, ошибаться можно. Ошибаются. Все ошибаются. Или как у Бабеля, как говорит старый еврей. Все ошибаются. Даже Господь Бог ошибся. Дальше он продолжил. Он говорит, ну что ему было плохо? Что мы, наш народ, поселить в Швейцарии, когда вокруг одни французы. А куда он нас сунул? Значит, Господь Бог тоже ошибся. В этом есть великая мудрость. Все ошибаются. Но в данном случае это не стратегическая ошибка. Хотя Господь Бог, по мнению
Бабеля и его героя, ошибся, не поместив евреев в Швейцарии. Но когда бы вы евреи не были бы евреями, они были бы швейцарцы. Вот. Так что вот такая ситуация. Ошибки, и поэтому из-за этих ошибок Украина для Европы как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. Не только жалко, это вредно. Вот и продолжается, поэтому продолжается война. Так а в чем вред? Россия тоже со своей стороны. При всем том, она не может отказаться от тех условий, которые она поставила Украине. Иначе это будет катастрофа для России не только во внутреннем положении, со всем тем, что есть, во внешнеполитическом. Значит, Россия слабее, чем она была. Слабых бьют. Не только на Ближнем Востоке. Значит, можно на нее давить. Каждая Ленин всегда говорил, что самое страшное – это оппортунист. Самое подлое – это оппортунист. Любая торговая сделка, вы что-то от чего-то отказываетесь. В политической сделке, если вы от чего-то отказываетесь, вы вызываете дополнительное давление на вас при других обстоятельствах. А Значит, если, одна срабатывает. а если вот эту формулу разобрать сегодня на событиях вокруг Ближнего Востока? Тут на Fox News позвонили Трампу и говорят, там, смотрите, Дональд Федорович, Оман и Иран, они там карты чертят, рисуют. Ну, там два пути, да, то есть они там рисуют, согласовывают. Он говорит, я Оман разбомблю к чертовой матери, раз они мне будут мешать с Ираном дела делать. Ну и Иран, конечно, сейчас выглядит, как бы, и об этом пресса пишет, выглядит как сторона, которая перехватывает инициативу. Они четкие ультиматумы выкатили, там намекают на безопасность Трампа, о том, что там с продуктами питания в грузовике приходится, ну или придется ездить. Говорят достаточно серьезно о том, что будут готовы к эскалации, в общем, ждать не будут, требуют выполнять собственно, вот этот меморандум, который они подписали. Саудиты, правда, сказали, что на фоне этих всех заявлений и вот такой вот наступательной дипломатии и вот этого всего того, что наговорил Трамп и Иран в сторону Америки, продлили перемирие. Вот сегодня там 17 число, 60 дней, вот продлили вроде как еще на 60 дней, чтобы не стреляли друг по другу. Но у Трампа Мэджори Тейлор Грин, в Америке имеется в виду, говорит, такой, готовится ядерный удар по Ирану. Как вот эту формулу, которую вы привели, наложить на эту историю? Ну, во-первых, сегодня министр иностранных дел Ирана сказал, а с чего вы взяли, что перемирие было на 60 дней? Никаких 60 дней не было, никакого перемирия, не было никаких переговоров. Мы не вели переговоры с американцами. А сейчас они предъявили ультиматум американцам со сроком. То, что Трамп не готов продолжать военные действия. И как любой предприниматель, он торговец. Он решил сделать то же самое, что решили его предшественники в 1991 году с Саддамом Хусейном. Мы их задавим блокадой. Мы их задавим экономикой. Ну, для американского мышления, которое все построено только на одном. Вся американская цивилизация построена только на одном. Доллар. Прибыль. Есть прибыль? Да. Нет прибыли? Пошли вон. Или мы уйдем. То есть Трамп превратил себя в посмешище всего мира. И то, что он делает, он продолжает заниматься той же трипологией, как и раньше. Вот что он сказал вчера. А вот сейчас, через некоторое время,
Весь Армузский пролив станет территорией Соединенных Штатов. И вот тогда мы их задушим экономически. Ну, я уже говорил в другой передаче, в другой площадке. Американцы с Кубой не смогли справиться блокадой с 1959 года. Где Куба, где Иран? Иран, у которого есть границы и с Пакистаном, и с Россией, и с Кавказом, и с Турцией. Да, будет ему нанесен экономический ущерб. Ну и что? После того, как иранская власть продемонстрировала, что она никому не даст пытаться ее свалить, и откроют огонь на поражение, а силы, которые охраняют власть в Иране, они огромные. Это 400 тысяч стражей революции. Это несколько миллионов бассейч. Кто против них пойдет? Что, обыватель выйдет на улицу под автоматный огонь? Не бывает такого нигде. Но американцы этого не понимают. И Трамп, вот кто ведет от его имени переговоров? Люди, разбирающиеся в международной политике, дипломаты, военные, нет, дельцы. Один его зять, а второй товарищ по бизнесу. И они ведут переговоры так, как они вели свои дела, свои сделки. От одной сделки к другой. Но это не для Ближнего Востока. Это не для позиции, не с Ираном. И вот он, когда я прочитал, что Соединенные Штаты, Армузский пролив будет американской территорией, у меня возник вопрос. До того, как Гренландия станет американской территорией или после? До Канады или после Канады? Ну, это же даже не смешно. И вот этот человек с таким образом мышления, с такой тактикой ведет, пытается где-то что-то купить на персидском базаре. Нет у него шансов. С такой тактикой у него шансов нет. А армия, командующий армией, он сказал, для таких целей вести военные действия бессмысленно. Я не буду тратить своих солдат, свое оружие, свои бюджеты. Они мне нужны для других. Ну так, Так вести ультиматум же, войну, тут же так тоже... лучше ее не вести. Смотри, тут же тоже очень интересно. Ультиматум же Ирана в чем заключается? Что мы сейчас там потопчемся, не выполните, будем прорывать блокаду американскую Ормузского пролива. Соответственно, там, потопленный авианосец, это как бы может и случиться. Может и случиться, Нет, как бы и реальность будет. И придется... Потопить авианосец это почти невозможно. Ну, смотрите, возможно, невозможно. Мы тоже думали, что практически невозможно, да, вот это, чтобы продолжалась эта вся история с Ираном. Но тут важный нюанс, Яков Иосифович. Ну, так если все пойдет опять в новую зарубу, нажмет, жахнет Трамп ядерным оружием или не жахнет? А зачем? Зачем? Я говорю, в Иране нет целей для ядерного оружия. Зачем? Ядерное оружие откроет пролив. И потом хуситы практически закрыли Баб-эль-Мандаб. Американцы справились с хуситами? Ну, один раз Трамп побеждал хуситов, я помню. Что он? Он ничего не делал, он договорился с ними, и все. И хуситы продолжают делать то же самое. Да, пытаются саудовские вместе с законными властями Йемена попытаться их с двух сторон
прижать. Ну, это война в Йемене. Это бесконечная история. Но сегодня, при этих условиях, у Трампа нет никаких шансов. Ядерное оружие можно применять в Иране только в одном случае. Я об этом говорил еще год назад и 2 года назад. Для того, чтобы уничтожить подземные заводы, которые на большой глубине, можно применить бомбы тактические, которые проникают на большую глубину и взрываются там, и тогда получается подземное землетрясение. Это уничтожает все. Против этого лекарства нет. Каждый, кто имел какое-то представление, даже не чисто военное, что может сделать подземный ядерный взрыв, это землетрясение. И в зависимости от того, сколько вы хотите, чтобы было баллов, добавьте и тот заряд, или другой заряд. Причем это землетрясение, когда волна идет вовнутрь, вниз, это тоже можно направить. И тогда ничего там не останется. Для этого можно применить. Но не то применение ядерного оружия, о котором говорят всякие блогеры или политики или что. Обстреливать Теherан ядерным оружием – это преступление. Это ничего не даст. Иранцы – это не японцы. Это ничего не даст. С военной точки зрения это ничего не даст. Как тогда договориться? А? Как тогда договориться? Невозможно договориться. Вот опять-таки, Там договориться невозможно. я при всем уважении, как бы мне когда, ну уже вот давайте честно, ну в смысле невозможно договориться. Ну, то есть, да, с Ираном там 30 лет под санкциями, со всеми делами, но не было же вот такого. Договорились же. Точно так же, Да. как по Украине говорят, нет, договориться невозможно. Подождите, почему невозможно? Ну, то есть определенные шаги, объективно там в НАТО, в ЕС Украина не попадет никогда, да, Европа, она тоже, ей тоже зимовать, не только Украине, да, зуб на зуб не будут попадать, но и Европе тоже, тоже энергоносители, тоже угрозы разного типа, как, например, мигранты, в Испании, да, вот эти из Марокко, которые, ну, как бы, и тоже вызовы, поэтому договориться ведь можно всегда. Мне тут единственный, кто мне понравился, это вот Лукашенко. Говорит, нас агрессорами называют, ну, нас имеется в виду Беларусь, Россия. Говорит, а мы границу открываем, говорит, принимаем всех, ну, кто хочет. Получается интересно, что Европа принимает кого попало, а отвергает украинцев, там ограничивают им, в общем-то, давай там, показывая резерв плюс, вот эти все вещи, там принимают, уже очень плохо принимают, не так, как раньше. А батька говорит, приезжайте все ко мне. Понимаете, в чем дело? Такая какая-то разница. И нам говорят, нельзя договориться. Так можно Нет. договориться. Было Можно. просто не с кем. Нужно. Но для этого надо пойти на какие-то уступки. То есть Трамп, если он договаривается сейчас с Ираном на условиях, близких к иранским, он теряет власть. Его партия теряет власть. В том-то и дело, что очень часто внешнеполитические проблемы – это отражение внутренней политики. Так сказал, так это записано в международной дипломатии. Это кажется, что это внешняя политическая проблема, это внутриполитическая проблема. Так и Киссинджер, он определил. И в отношении Израиля, и в отношении Соединенных Штатов. Нету внешней политики, есть внутренняя. И поэтому, опять-таки, Трамп загнал себя, начиная войну с Ираном, в почти безвыходное для него состояние, будучи неспособным реализовать политически
военные успехи и довести их до конца, не потому что армия американская не способна, нет, а потому что политические условия, я уже говорил и много раз говорил. Переговоры в Париже между Соединенными Штатами и Северным Вьетнамом. И сидит американский генерал, по-моему, Вестерман, и генерал Чак, северо-вьетнамский. И американцы ему говорят: мы же выиграли у вас все сражения. Мы победили во всех боях. А вьетнамец улыбнулся и сказал: а мы выиграли войну. То есть победить во всех боях – это еще недостаточно. Победить на поле боя – это необходимые условия для политической победы, но недостаточно, если нет политической воли, если нет способности реализовать военные успехи в политические, это все заканчивается так же, как было во Вьетнаме. И по большому счету, при всей разнице между Кеннеди и Джонсоном, которые начали войну во Вьетнаме, и Трампом, те же самые политики. Неспособность политически, внутриполитически, экономически выдержать войну. Правда, там она продолжалась долго. Но к чему она привела Соединенные Штаты? Вьетнамская война. Пока война с Ираном привела только к падению рейтинга популярности Трампа, который продолжается каждый день. Заключение соглашения добавит к этому падению рейтинга. Она еще не дошла до того, что было во время Вьетнамской войны в американских университетах и на улицах. Я это помню. То есть, когда золотое правило, есть много способов начать войну. Никто никогда не знает, как она закончится. Если нет достаточно сил духа, неправильно просчитывается ситуация, лучше войну не начинать. Но теперь ситуация у Трампа, она безвыходна. Экономически он Иран не сломает. Только пойдя на диктат Ирана. А что Иран говорит? Как только американцы в чем-то идут к ним, уступают им, они тут же поднимают цену. Персидский базар, ну что я могу сделать? Ну, да. Ты согласен платить? Да, но я забыл еще это. За это ты тоже заплатишь. В украинском урегулировании тоже персидский базар? Нет. Нет. В Украине нет. Нет людей, знакомых с восточным менталитетом. И это не совсем торговая сделка. В Украине борьба серьезнейшая. Борьба между Европой и Россией. И Европа в этой войне проигрывает. То, что сегодня Украина каждый день терпит ущерб своих инфраструктур, это не за счет Украины. Украина в этом не виновата. Это Европа. Это европейское оружие. Это европейская помощь. Европа не в состоянии защитить Черноморское побережье Украины. Она не в состоянии защитить города Украины. Ее инфраструктуру. В этом ее слабость. Но пытаться компенсировать слабость за счет своей пропаганды, это не работает. И можно хоронить Коновальца, и можно хоронить кого угодно. Это не решает проблемы закрыть небо Украины. А нечем, некому.
Нет возможности. А Россия уже усиливает бомбардировки и обстрелы каждый день. Она перестроила свою экономику. Ракеты «Циркон» производятся все в больших и больших количествах. Против них нету противоядия. Нету. Ни у кого. Так что сегодня это будет продолжаться, пока в Европе не согласятся на какие-то уступки за счет Украины. Пока они на это не готовы. Пока они даже не готовы разговаривать с Россией. Только начинают где-то там попытки, может быть, начать диалог. Ответ они получили от Лаврова пару дней назад. А нам не о чем с вами разговаривать. И он сказал, давление на Украину, на ее инфраструктуру будет только усиливаться. И оно будет усиливаться. Потому что чем меньше противовоздушная, противоракетная оборона, тем она слабее, тем более эффективные атаки. И будет больше и больше. А компенсация того, что вот послали в России, подожгли один нефтезавод или другой нефтеперегон. Россия же это не ломает. Да, это ущерб. Но это не ломает ни российскую экономику, ни российскую власть. Ну да, одна ракета пролетела, так уничтожили один цех. Ну дальше. Россия сорганизовалась сегодня ко всем проблемам, которые связаны с защитой стратегических объектов. И будет дальше. Проблема беспилотников, она будет решена в течение ближайшего года. И у нас, и в Америке, и в России. Это не такая уж сложная проблема. Проблема была не в том, что не было решений, а в том, что серьезно не относились к этому и не концентрировали свои силы. Думали, что это игрушки. Думали, ну а что там, это как в пионерском кружке планер запускают. Это то же самое. Только там моторчик был на резинке, а тут моторчик бензиновый. Ну, тыр-тыр-тыр. Но когда не готовы к этому, это был эффект. А сейчас уже начинают все это нейтрализировать. Да, друзья, значит, всем большое спасибо. Очень много вопросов, поэтому в режиме Блиц пройдемся по ним. Тоже прямо сейчас подведем итоги нашего опроса. С годами война Украины и России вызывает у вас еще больше. И вариант. 10% безразличие. Ну, то есть, чем дольше, тем это все притупляется и, в общем, безразлично становится. 20% недоумения. 33% уверенности в своей правоте. Ну, так. А 37% считают, все-таки больше тревоги вызывает. То есть одни уверены больше в своей правоте, изначально становятся, подкрепляется развитие событий, а большинство с небольшим перевесом, но большинство все-таки тревожится. А вас тревожит продолжение войны России и Украины? Меня нет. Это не моя война. А те, кто уверены в своей победе на Украине, Не победе, правоте. правоте. Да. Самое трудное для человека признать свою ошибку. Для них перестать верить в свою правоту – это признать свою ошибку. Они внутренне к этому не готовы. Это не вопрос логики. Это вопрос самосохранения своего «я». И это может быть только при самой большой катастрофе. И опять-таки, моя привычка к примеру. Вы что, думаете, что в Германии немецкий народ признал свою ошибку? Ну как, раскаивались, конечно. Кто? Немцы Какие немцы? на колени вставали. Перед микрофоном? Канцлер, Да, конечно. политики, Все, да. да. Немецкий народ свою ошибку не признал. Он признал свое поражение. Он искал, кого обвинить в этом поражении. Но он не ошибся.
Немецкий народ нет. Немецкие политики – да. Часть из них – да. Но не немецкий народ. Завтра, за 2 года можно вернуть Германию к тому, что она была. 1933 год, 1935 год. Без проблем. Так что самое трудное – заставить человека или заставить весь народ признать, а мы ошиблись. Но это бывает только в случае колоссального поражения, и то не всегда. Германия проиграла в Первой мировой войне. Кого она обвинила? Евреев и социалистов, которые предали Германию. И в этой войне то же самое происходит. И во Второй мировой войне было то же самое. Поэтому я абсолютно меня не удивляет, что треть или четверть населения, или половина населения уверена в своей правоте. Потому что если оно не уверено в своей правоте, это бьет по ее «я». Признать свои ошибки – это очень трудно. Да, друзья, переходим к вопросам. Яков Иосифович, режим Блиц, вопросов много, пройдемся по ним. Начнем с клуба, потом сообщества, потом чат трансляции. В клубе Виталий спрашивает, вопрос короткий, но емкий. Я понимаю, что трудно ответить, но что вот будет дальше на Ближнем Востоке? Каким вы видите сейчас будущее на ближайшие 3-5 лет? На ближайшие 3-5 лет мне трудно сказать, что будет, но могут произойти 2 события, основные, критические. Может произойти, если американцы отойдут, не отойдут, война Ирана и Израиля. Она закончится катастрофически для Ирана. Ее может и не быть. Но это один из вариантов. Второй вариант. Я не даю много шансов на эту войну. Но это один из вариантов. Его вероятность довольно низкая, но существует. Второе. В течение 5 лет и Израиль, и арабский мир пройдет огромный путь к созданию палестинского государства. Так и создадут. Я не уверен, что создадут, но пройдут огромный путь. Процесс уже начался. Темп его не важен. И как бы ни были в Израиле уверены большинство населения, что это нехорошо, этого не будет, нет шансов, чтобы предотвратить это. Это 2 основных процесса. А третий процесс, который меня меньше волнует. Вот. На этой неделе было сообщение в газете. 2 молодых парня, один бывший офицер израильской разведки, в электронном носителе, создали 2 года компанию стартап. В прошлом году за нее предложили $4 миллиарда, сейчас предлагали 6. И это происходит каждые несколько месяцев. Так что за Израиль, за его судьбу я спокоен. За нашу экономику я спокоен. При всех тех проблемах, которые есть. Пока у нас есть такие ребята и девчонки, мы уверенно смотрим в будущее. Так, следующий вопрос из сообщества. Поехали. Петр. Удары вглубь России британскими беспилотниками подняли непонятный гвалт в среде медиаэкспертов. С чего это вдруг? Если удары по России уже давно наносились британскими Storm Shadow, а британские бэки давно атакуют российский флот. Вероятно, шум подняли не потому, что они ударили, а потому что они стали наносить больше ущерб, чем было раньше. Ну и тогда вместо того, чтобы
обратиться к себе и сказать, а где мы ошиблись, начинают правда, обвинять их. Вот они такие-сякие. Но если враг воюет против вас, так что вы от него ждете? Чтобы он не воевал всем, чего у него есть? Я к врагу никогда не применял какие-то осуждения, почему они так воюют, почему они такие, почему они сякие. Меня это не интересует. Почему? Для этого он и враг. Меня интересует, как и что он может сделать. Как он может нанести ущерб. Где опасность. Это да. А все эти обвинения, обличения, выражения моральных не имеют отношения к делу. А, Враг – это враг на войне, как на войне. Владимир задает вопрос. Яков Иосифович, ваши, помню, ваши экскурсы в историю мало кого оставили равнодушными, и по праву, чего только стоит выступление у Соловьева по поводу неблагодарности России в сторону Сталина. Но с другой стороны, только ленивая собака не обсасывала тему Майдана в Украине. Вот только незадача. Первый Майдан был в России, в 1993 году. Расскажите, пожалуйста, основной умысел организаторов этого кипиша и праздника. Допотопные и пещерные ксенофобы злословят, мол, снайперы, экипажи танков, которые стреляли в парламент России, это птенцы израильской структуры, которой вы когда-то имели честь руководить. То, что у меня была честь руководить этой структурой, я согласен. Никаких израильтян в боях за Белый дом не было. Нас Россия как объект не интересовал. Я помню, было совещание в Министерстве иностранных дел. Оно было историческим. Я там участвовал, и представители Министерства иностранных дел, и всех спецслужб. И тогда Шимон Перес, бывший министр иностранных дел, это был 1985 год, под влиянием своих помощников, с которыми я хорошо поработал, он сказал, в Советском Союзе в Израиле только один интерес. Евреи и их репатриация в Израиле. Других интересов у нас нет. Так что, когда я эту проблему решил, больше интересов Израиля в России не было. Больше нас ничего не интересует. Это единственное и основное, то, что нам нужно было от Советского Союза и от России. Отпустите наш народ, дайте нам их, и все. В 1993 году не об этом была. Проблема была борьба за власть. Так как и в 1991. И оказалось, что те, которые пытались совершить переворот в 1993, они были еще более убогие, чем те, которые хотели совершить переворот в 1991. Количество и качество ошибок, которые они сделали, это поразительно. Поразительно. Не поддается, их глупость не поддается вообще оценке. Когда осажденные в Белом доме, которые говорят о своем правительстве, они говорят, а мы после победы уберем все командование российской армии, они думают, после этого российская армия их поддержит. Ну, до какой глупости можно дойти? То, что 3 танка, которые посадили офицеров, обстреляли Белый дом. Да, это было. Но было и другое. Приказ Альфи, который был дан, чтобы живые руководители оттуда не вышли. Командир Альфы сказал своим бойцам, чтобы ни один из них не пострадал, все выйдут живыми. И они вышли живыми. Это Россия. Это сложная вещь, которая была.
в 93 году. Никаких снайперов израильских не было, никаких израильтян там не было. Никого там не было. Меня тоже там не было, я в это время был в Израиле. Мгм. Так, ну тут пишут в чате, я вижу, что вот я служил в Москве, по Белому дому стреляла БМП-2 из нашей части. Ну, начинают вспоминать люди вот эту всю историю. Да, спасибо большое. Не забудьте поставить лайк, пожалуйста. Так, вот, там Рико пишет пользователь. Кедмы прекрасный аналитик. Вопрос. Как он представляет конец конфликта между Россией и Украиной? Больше шансов, что Россия победит, она сильнее. А что Это не такое, только я думал. а что такое победит, Яков Иосифович? Конфликт закончится на условиях более близким к российским, чем к украинским. И это говорят, ну, если бывшие военные на Украине заявляют это сегодня. Если Залужный говорит, невозможно победить Россию. Ну, и есть обычные факты. Что такое Россия? Что такое Украина? Не в качественном отношении, чисто с военной точки зрения, с экономической точки зрения, с экономическим потенциалом. Когда Трамп говорит, что Россия – это богатейшая страна, у нее огромное экономическое будущее, мы хотим в этом участвовать, в развитии экономики России, ее недр. Он не врет. Это не для того, чтобы у кого-то завоевать похвалу. Это объективная реальность. Это объективная реальность. Вот сейчас какое событие произошло на этой неделе? Незаметно. Началась навигация по Северному морскому пути, постоянная. Корабль 2 в неделю с контейнерами из Китая в Европу. Вместо 40 дней 20 дней. Ну, что вы можете сделать? Что можно сделать? Против этого же ничего нельзя сделать. 20 дней стоит меньше, чем 40. И все. И нет там по дороге ни хуситов, ни иранцев, никого. Только белые медведи. Белые медведи аплодируют. Бросьте им что-нибудь поесть, они будут аплодировать. Трутся о земную ось. Да. Значит, Сергей спрашивает, как Яков считает, каковы перспективы войны между Израилем и Египтом? На данный момент есть какие-то недопонимания, претензии между странами или нет? Или только между Турцией и Израилем вражда? И не видит ли Яков противоречия в том, что саудиты хотят семитский союз с Израилем и подписывают союз Мекке с Турцией и Пакистаном? С Египтом у нас нет никаких проблем. Никаких взаимных претензий. Война между нашими странами не может быть. Со стороны Израиля нет никаких целей в Египте, которые могут нас прельщать. Зачем? Со стороны Египта у них тоже нет никаких претензий к Израилю. Но кроме того, есть проблема у Египта. Вся египетская армия вооружена американским оружием. Вся. Без согласия Соединенных Штатов, те, кто вооружены их оружием, ведь и военные действия не могут. То есть Египет, чтобы начать военные действия против Израиля, он должен получить на это согласие Соединенных Штатов. Это нереально. Что вчера сказал Эрдоган? Нет, мы говорим о мире, мы не говорим о войне с Израилем. Турция будет защищать себя, если какая-нибудь страна на нее нападет. Но мы не говорим о войне с Израилем, это нас не интересует. Так, с чем будет? Саудовская Аравия, она готова заключить все соглашения с Израилем. Когда начнется процесс,
по созданию палестинского государства в соответствии с Саудовской инициативой, которая в 2002 году и которая была подтверждена и усовершенствована в 2005 году всеми арабскими и мусульманскими государствами. А соглашение, которое она пошла с Турцией и с Пакистаном, это отражает то, что Саудовская Аравия не так уже надеется на американский щит, а на американскую помощь в военном отношении. И учитывая процессы, которые идут на Ближнем Востоке, и не настолько полагаясь на то, что ядерный проект Ирана остановлен, и нужен был союз с суннитским мусульманским государством, у которого есть ядерное оружие. И Пакистан дает ядерный щит и Саудовской Аравии, и Турции, которая тоже является суннитской мусульманской страной. Я думаю, что в этом отношении это очень положительный шаг. Потому что американцы не обещали ядерный щит ни одной стране на Ближнем Востоке. Нам это не нужно. Мы сами обойдемся. Но если ядерный щит Пакистана распространяется на Турцию и на Саудовскую Аравию, это лишает их необходимости самим разрабатывать ядерное оружие. А Саудовская Аравия приняла непосредственное финансовое участие в создании ядерного оружия в Пакистане. То есть чисто их интересов это логично. Ну, хуситы не испугаются. Хуситы – это проблема, которую можно решить. Деньгами. А? Деньгами? Нет, не деньгами. Хуситы – это примерно 5-10% населения Йемена из 40 миллионов с лишним. Власть в Йемене основная против хуситов. Там национальные, племенные разногласия, религиозные. Здесь же весь Йемен, он суннитский. А хуситы ближе к шиитам. Так, заглянем в чатик. И задавят их внутренними силами, как армия законного правительства Йемена, так с помощью Саудовской армии. Ну, может, еще одна страна им поможет. Это не будут Соединенные Штаты. Значит, в чат заглянем. Значит, главное, Марго пишет, главная ошибка России в том, что она проиграла Украине в идеологическом плане, а все остальное вторично. Согласны ли вы с этим? Не в идеологическом, а в пропагандистском. Ну, в пропагандистском плане России у нее не было шансов. Когда вся западная пропаганда, применяя все методы, работает против России, у нее нет шансов победить в этой пропагандистской войне. Когда вся Украина пропитана самой примитивной антироссийской и антирусской пропагандой, уже на протяжении многих лет шансов нет. И опять этот пример, который я приводил уже десятки раз. Гитлер пришел к власти в 1933 году. Вторая партия после нацистской на этих выборах это была социал-демократическая партия Германии. Третья партия – коммунистическая партия Германии. В 1935 году Вермахт принял присягу лично фюреру. Такого никогда не было в истории Германии. В Германии всегда офицеры, генералы принимали присягу Германии или Пруссии, или Саксонии. Никогда лично. 2 года. В 1938 году вся Германия была пропитана нацистской пропагандой. Это что? Это значит, что
антинацистская пропаганда в Германии не проиграла? Конечно, проиграла, у нее условий не было. Первое, что делал Гитлер, когда пришел к власти, после поджога Рейхстага, был открыт первый концлагерь Дахау, куда послали в первую очередь коммунистов, во второе время социал-демократов. Так, значит, тут дискуссия развивается. Ну, во-первых, спрашивает Александр о том, что а будет ли Турция с Грецией воевать, ну, в рамках НАТО, да, и развивается история там, а Украина это Израиль или уже не Израиль, и что вы думаете по поводу этого нарратива? Первый президент Украины, он или его помощники написали ему книгу «Украина не Россия». Мгм. Но Украина не Израиль, точно. Невозможно сравнивать. И нет никакой причины. Ничего общего нет. Ну, абсолютно. Так что тут я ничего не могу. Могу только улыбнуться этому выражению. А турки с греками будут воевать? Мне трудно представить, что одна страна НАТО будет воевать против другой. При всей любви турок к грекам и греков к туркам до военных действий у них не дойдет, потому что обе они зависят. Вот турецкое оружие у кого? Кто ей поставляет Турции в основном оружие? Так они сами клепают. То, что они клепают, это для парадов. Основное оружие – это Соединенные Штаты. То, что они клепают, вот сейчас они говорят, они сделают новый самолет. А двигатель-то американский. Запчасти к нему американские. Бомбы к нему будут умные бомбы, американские. Электроника будет американская, у турок нет своей электроники на американском уровне. А в Греции то же самое. То есть без согласия Соединенных Штатов обе армии не в состоянии вести военные действия. То, что показала эта война на Ближнем Востоке, и первая, и вторая, расход боеприпасов и запчастей в современной войне, он катастрофический. Он огромный. И если нет у вас за спиной государства, которое может вам это поставить, нет ни одного государства в мире, которое самостоятельно может это делать. Только, я знаю 3 государства. Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай. Больше нет. Они в состоянии вести войну самостоятельно. В Европе нет такого государства, ни одного. Даже государство, обладающее ядерным оружием. Просят пару слов историю кружки, которая стоит позади вас. Мне кружку, эта кружка, она прошла всю войну с одним из солдатов Красной Армии. И один из моих знакомых просто послал мне ее в знак благодарности и уважения. Я нашел ей самое подходящее место. У меня книги по полкам стоят по разным тематикам. Поскольку на этой полке есть военная тематика, я ее туда и поставил. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш эфир. Яков Иосифович, спасибо большое, что и на военную, и на политическую, геополитическую тематику мы сегодня с вами поговорили в прямом эфире. Спасибо вам. Друзья, благодарю всех еще раз благодарю, что не забудьте лайк поставить, это важно. И, конечно же, с чем согласны, с чем не согласны, напишите в комментариях. Самое главное, берегите себя и друг друга.